Девочка лежала в одной из столичных больниц. Соня проработала там 10 лет. Когда ей было 9 лет, ее сбила машина, и она впала в кому. Она была полностью зависима от аппаратов жизнеобеспечения и медсестер. Бедные родители Сони опустошены состоянием своей девочки, а после того, как были объявлены счета за поддержание жизни, они впали в еще большую депрессию. Но нашлись добрые люди, которые помогли семье справиться с расходами на сохранение жизни их дочери. Даже персонал больницы не мог остаться в стороне и каждый месяц собирал деньги, чтобы помочь родителям этой бедной девочки. Шли годы, и хотя девочка так и не открыла глаза, из милой малышки она превратилась в красивую молодую женщину. Все в клинике постоянно говорили о Соне. Это было удивительно и в то же время очень грустно, что годы жизни девочки прошли мимо, а она так и не смогла их прожить. Виктория, одна из медсестер больницы, работавшая там долгое время, привязалась к девочке, как к собственной дочери. Она проводила с девочкой много времени. Она играла ей музыку, разговаривала с ней и проводила необходимые процедуры. Женщина была уверена, что однажды Соня откроет глаза. Однако родители девочки были настолько пожилыми, что почти ничего не могли сделать, чтобы помочь своей дочери, и потеряли надежду. Однажды Виктория серьезно заболела. Для восстановления потребовалась операция и долгое выздоровление. Поэтому медсестра не работала почти год. Все это время она не переставала думать о бедной Соне. Она беспокоилась, что ее коллеги не ухаживают за пациентом так же тщательно, как она. А это может еще хуже сказаться на здоровье девочки. Через год Виктория наконец полностью выздоровела и смогла вернуться в больницу. В свой первый рабочий день женщина сразу же идет в комнату Сони. Когда она вошла в комнату, то увидела, что хотя девушка выглядит так же, как и раньше, на ее лице появилось странное выражение. В этот момент она начала издавать странные звуки, которые привлекли внимание медсестры, и она заметила, что в центре ее тела находится что-то странное. Когда она откинула простыню, то увидела нечто страшное и была ошеломлена. Виктория закричала и побежала искать врача. Под простыней был виден большой живот Сони. Она была явно беременна. В этот момент в палату вошла медсестра, у нее только что начались схватки. Когда персонал больницы услышал эту новость, все они были очень удивлены, как такое могло произойти. Они не могли понять, почему так долго никто не говорил о состоянии девочки. Врачи срочно провели операцию и сумели произвести на свет хрупкого малыша. Несмотря на маленький вес и слабое состояние ребенка, прогноз довольно оптимистичный. Сразу же после родов Виктория обращается в полицию. Было очевидно, что какой-то подонок воспользовался беспомощным состоянием Сони. Полиция начала расследование, и вскоре это стало достоянием общественности. Эта история вызвала невероятную реакцию. Испугавшись ситуации, руководство больницы решило отключить ее от системы жизнеобеспечения. Ее ребенок, за которым в то время ухаживала Виктория, был передан социальным службам. Это было несложно, так как мать девочки уже умерла, а отец несколько лет назад оставил семью и переехал в другой город. Расходы на поддержание жизни девочки несли в основном больница и персонал, который продолжал собирать деньги каждый месяц. Узнав о решении отдать девочку, Виктория начала возражать, потом разрыдалась от отчаяния и бросилась в комнату бедной Сонечки с малышкой на руках. Она стала умолять ее проснуться. Когда врачи вошли в палату, чтобы отключить девочку от аппарата, который поддерживал ее жизнь, Виктория все время пыталась вызвать какую-то реакцию Сони и приложить ребенка к груди. То, что произошло дальше, заставило всех присутствующих потерять дар речи. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.